Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра, и здравия. Ну, о здравии особенно будем говорить, потому что мы сегодня отвечаем на ваши вопросы по поводу сортов актинидии, которые мы выращиваем. Они уже часть собраны, приготовлен вот этот эликсир здоровья. Кстати, о нем у нас есть рассказ на нашем канале. Очень ценная, прекрасная. Я вам покажу до конца видео ту часть, которую мы уже приготовили. Это джемы, это просто эликсир действительно здоровья. И рассмотрим сорта, которые у нас уже плодоносят по несколько лет. Вот это актинидия фигурная. Смотрите, какая она интересная. Остатки внизу. Фигурная, видимо, потому что вот такая особая фигурка. Сейчас я попробую одну выделить. Смотрите, сверху как конус, а внизу вот такая интересная форма. Закругленный овальчик. Вот это у нас, по вашей просьбе пишу, это аргута, актинидия аргута фигурная. Вот эти ягоды на тарелочке я собрала. Это ягоды актинидии фигурная, сорт фигурная. Они вот имеют такую форму. Мы видели, как они на лиане смотрятся. И вот они на тарелочке. Еще одно доказательство, что действительно фигуры у них очень интересные. Когда они поспевают, становятся вот такими. Вот коричневатый, фиолетовый цвет. А вот они вот в разрезе. Это не сильно спелое. Если сильно-сильно спелое, то больше желтоватого еще оттенка. Это такой зеленый, желтоватый оттенок. Ну, смотрите, как киви, только это мини-киви. Эти ягоды, вернее, этот сорт фигурной актинидии аргуты выведен в Киевском национальном ботаническом саде имени Николая Гришко. Селекционеры скрестили актинидию пурпурную и изумрудную, которую еще называют сентябрьская. Вот это изумрудная ранее, пурпурная чуть-чуть позже. И вот получается, что она начинает поспевать только в конце сентября. И вот сейчас октябрь, мы практически уже собираем весь урожай вот этого сорта. Он лежит хорошо. Я его соберу, спелые переработаем на очень вкусный эликсир. В конце обязательно покажу его вид. И вот эти ягоды такие вот интересные. Об этом сорте что могу еще добавить, что обязательно нужен опылитель. И этот сорт, чем я обольстилась, потому что устойчивость против морозов до минус 25, минус 28 градусов. В некоторых источниках даже есть информация, что выдерживает ли она минус 30 градусов. У нас, конечно, нет таких температур, но зато вот я знаю, что при любых проблемах с зимой, с понижением сильным, понижением температур, эти ягоды выдержат. Вернее, выдержит лиана и будет плодоносить в следующий год. А теперь посмотрим вес. Вот я подготовила весы. Посмотрим, сколько ягоды весят. Вот давайте вот эту ягодку возьмем. Надо по центру. Вот смотрите, 11 граммов вот эта ягода. Так вот, чтобы виднее было. Вот. Еще одна ягода. 21 грамм. Еще одна ягода. 30 граммов. В среднем этот сорт у нас еще в зеленом листе. Хотя все остальные уже сбросили листву. Это киевская гибридная. Вот такая. Это из частной коллекции. То, что продали мне, написали, то я и вам рассказываю. Снова же, если оставлять крупную ягоду одну, то будут более крупные ягоды. Если их много, то их, естественно, много, но поменьше. Из части вот этой актинидии мы уже приготовили тоже вкусные заготовки. Мы рассматриваем с вами сорт актинидии аргуты киевская гибридная. Это тоже из Украины, тоже наш ботанический национальный сад. Селекционеры работают и продолжают работать с этими сортами и с другими, создавая все новые и новые. У меня уже некоторые есть, но
еще урожая нету. Посмотрим. Сейчас мы будем рассматривать киевскую гибридную. Вот смотрите, эти ягоды внутри вот спелые. Очень даже желтенькое внутри, красивое такое, мясистая серединка, часть вот. И сейчас мы взвесим вес ягод. Да возьмем вот эту. Видите, какая у него интересная форма. Вот она словно конус, вот такой правильной формы. 8 граммов, 7-8 граммов имеет. Так, и смотрим. Да, вот 8 граммов, такие крупненькие, бывают и покрупнее ягоды. Здесь у нас уже 22. Вот эта ягода, вот хочу показать, вот это спелая ягода, такая нежная. Вот она, видите, как определить, когда она спелая? Просто дотрагиваемся, и она мягкая. И потом сразу же можно и съедать. Вот видите, какая мякоть у нее, очень красивая. Сочные ягоды. Этот сорт киевской гибридной также выдерживает минус 28 и по некоторым показателям до минус 30 градусов. Вот эта киевская самоплодная, она очень ранняя. Здесь уже нету ягод, мы практически все собрали и уже переработали еще 2 недели назад. Сейчас вам покажу, как это выглядит. С конца августа на этой лиане начинают созревать первые ягодки. Это самые-самые ранние у нас. И в сентябре, до середины сентября практически почти ягоды все спелые. Ну, часть чуть-чуть там остается еще до конца сентября. Но мы стараемся, потому что она первая, стараемся ее собрать и переработать, так как она очень быстро осыпается, поэтому нужно ее собрать и переработать в первую очередь. Поэтому она сейчас у нас одна единственная, которая не имеет ягод на своих лианах. Но эта лиана очень тоже хорошая, это та же аргута, те же селекционеры киевские создали этот прекрасный сорт, киевская самоплодная. Хотя написано, что она не требует опыления, но при опылении у нас есть мужское растение, опылитель, и все опыляются, все растения опыляются, пчелы переносят пыльцу. Вот все наши лианы проходят опыление. И получается очень хороший урожай этих ягод. Взвешивали, просто не засняла. Там ягоды бывают где-то 7-8 до 9 граммов. Но в среднем это где-то 7 граммов. А это у нас самая поздняя. Называется осия. Актинидия осия. Очень интересная. Смотрите название. Где-то в каких-то вариантах пишется 2С, в некоторых 1С. Это очень интересный сорт. Вот она, как выглядит. И немножко информации об этом сорте. В Китае его называют обезьяний персик. Из-за того, что вот эта коричневая мохнатая, слегка мохнатая такая кожица. И они похожи чем-то на обезьянки. Ну, а по мнению исследователей актинидии есть много информации различной об этих прекрасных ягодах, об этом ценном растении. Так вот, по мнению исследователей, считается, что все-таки актинидия осия, вот это, или обезьяний персик, был из Китая. Не просто китайцы дали ему такое название. Но из Китая он был завезен в Новую Зеландию. И в Новой Зеландии именно эта актинидия теперь считается национальным символом. И везде, и всюду в Новой Зеландии вот эти ягоды, формы, рисунки, фотографии этих ягод как раз красуются как символ этой страны. Это у нас осия, которую мы будем пробовать где-то в конце октября, в ноябре, когда первые заморозки будут. Это ноябрьская у нас ягода, единственный куст. Мы его используем уже в ноябре. Вот смотрите, это большой куст. И здесь очень много ягод, очень много. Мелкие, но очень вкусные и очень полезные. Вот столько здесь завязано ягод, прямо доверху.
Этот сорт устойчив к заморозкам до минус 30 градусов, поэтому я его и выбрала при покупке. Ну и самое главное, тогда еще я особо выбора не было, я нашла, что это самоплодный. И вдруг, если бы у меня оказалось, что отсутствует мужской сорт, то было бы хорошо. Но, вы знаете, действительно, хоть и пишут, что самоплодные, а опылитель играет большую роль. Ягоды становятся крупнее и намного вкуснее и урожайнее. Наша лиана вырастает. А вот это два иностранца. И смотрите, какая форма очень интересная, цвет вернее. И крупные они, и вот цвет такой красноватый. Поэтому, видимо, и название такое. Actinidea arguta Kens Red. Вот она так пишется на латинице. Kens Red. Есть, встречала такое в интернете Kings Red. Kens Red. Вот такое написание, название вот в этих ягод. Вот смотрите, какая красота. Они, когда поспевают, вот так вот, чтобы видно было, становятся такими красноватыми, бордовыми ягодами. Red. Красные. Этот сорт актинидии создан в Новой Зеландии. Его создал садовод Кен Нопс. Вот и, наверное, поэтому добавили к слову Кен и Ред, потому что красноплодный сорт. Новозеландский красноплодный сорт Кенс Ред. Ему тоже нужен мужской опылитель. И созревает в конце сентября, в октябре. Вот октябрь месяц мы потихоньку собираем. Подходим, пробуем. Ага, уже мягенькое. И собираем, и съедаем. Вот в нем очень интересный вкус. Вот этом красноплодном сорте. Киви дает вот такой вкус киви обычного. И чуть-чуть, если спелая такая ягода, чуть-чуть вкус ананаса такой. Чуть-чуть слегка кисловатый, но больше все-таки сладкого вкуса. Scarlet September Kiwi. Вот так на латинице. Scarlet September Kiwi. Насколько это можно показать сейчас, вот просто сверху усыпано ягодами. Вы смотрите, сколько там ягод. Очень много ягод. Буквально все лианы, даже вот лианочка идет вот по бывшему виноградному, по бывшей виноградной беседке. Смотрите, какая красота. Очень много ягод. И они очень сладкие. Вот нету такой кислинки, как у новозеландского красноплодного сорта. Здесь больше сладости. Кстати, с этим сортом актинидии как-то получилось, что здесь растет и розочка. И они довольно-таки хорошо уживаются. Мы поднимаем вверх нашу лиану вот этого сорта, который называется Scarlet September Kiwi. И получается, что здесь тоже часть уже собрала. Здесь уживается и роза. И смотрите, какие крупные ягоды вот этого сорта аргуты актинидии. Красивые и самые крупные. Ну, смотрите, какие они крупные ягоды. Но самые поздние. К концу октября будут все спелые. Сейчас они становятся чуть-чуть такие желтоватые. Сверху это от жары у нас вот такая вот окрасочка, чуть-чуть мохнатая. И зеленоватой форма такая, как будто бы правильный конус. Очень интересные и красивые ягоды. Итак, это у нас были ягоды Scarlet September Kiwi. Действительно киви. Давайте взвесим. Посмотрим, какой вес у этих ягод. Вот смотрите, 13 граммов. Еще одну ложу. 24 грамма. 35, вот 3 ягодки. Довольно-таки хорошие. И хочу показать вам, вот смотрите, что внутри. Внутри вот такие тоже киви. В середине мякоть, больше светло-зеленая.
только после того, когда поспеет, тогда там уже чуть-чуть присутствует желтый цвет. Вот это прекрасная актинидия, ягода актинидия вместе с сахаром заменяет малину и по витаминам, и по устойчивости организма к различным заболеваниям. То есть тут и микро-макроэлементы нужны, столько всего хорошего. Она заменяет и малину, и даже малина уступает ей. Вот эта прекрасная, красивая такая субстанция лечебная, мы ее отправляем в банки и в холодильник на любую полку. Наш выпуск сегодня подходит к завершению. Мы вам показали и рассказали, какие сорта у нас уже находятся в плодоношении. Показали ягоды, названия уже четко есть у вас. Вы видите название этих ягод, сортов актинидия аргуты. Есть еще несколько новых сортов. И один точно новый, а те сорта известны тоже, киевские селекционеры создали. И о них, когда они начнут плодоносить, мы обязательно расскажем и покажем. Но каждый саженец, маленький саженец, который был посажен, сегодня радует нас результатом. Хоть и сложно их было вырастить, но мы их вырастили. Нужно знать особенности. Особенность хочу напомнить, что нужно обязательно слабокислая почва, ни в коем случае никакой древесной золы. Просто погубите эти растения. Это напоминаю, и в каждом видео говорю. Ну и нужно формировать. Видите, формировка веточек. Вот первый год обрезка. У нас есть по формировке. Мы летом формировкой занимаемся. Ну и сейчас, если есть необходимость, то можно чуть-чуть обрезать, так как летом мы обрезаем и формируются. Вот здесь уже сформировались ягодки на следующий год. Вот на этих веточках тоже будет на следующий год урожай. Поэтому лучше формировкой заниматься летом, обрезать эти веточки и создавать вот такую уникальную возможность. Видите, на каждой веточке есть урожай. И вот видите, как красиво это смотрится. Молодая веточка и вся усыпана ягодами. Мы ответили на ваш вопрос и рассказали, в чем особенность этих ягодных растений или ягодных лиан. Мы поделились с вами рассказом о вкусе их и еще раз подсказали, что нужно знать при выращивании этих растений. Прощаемся с вами до следующего видео. До новых встреч на нашем канале. Здравия вам! А вот эти ягоды, как говорил когда-то Мичурин, действительно, эти растения будущего. И эти ягоды являются действительно настоящим эликсиром здоровья. Прощаемся всего-навсего до следующего видео. Всего вам самого доброго. Пока-пока.